В нашей деревне есть странное место, которое все местные жители почему-то называют по аналогии с известным фильмом «Кладбище домашних животных». Единственное, что там не хоронят животных. Место находится недалеко от опушки леса, и по дороге нет никаких памятников. Есть только вбитые в землю колья, иногда металлические, иногда деревянные. Когда деревянные колья приходят в негодность и скапливаются, это означает, что прошло достаточно времени, чтобы снова построить здесь могилу. Никто не посещает это место, все его избегают. На могилах не видно ни родственников в черном, ни букетов, ни венков. Никто не зажигает памятных свечей, не приносит яиц и печенье на Пасху. Рядом с этим местом находится больница, довольно большая районная больница. Сюда привозят пациентов со всего района, из всех окрестных деревень и городов. У нас даже есть своя станция скорой помощи и свой род. Да, прямо в задней части роддома находится это место. Окна родильных палат выходят в противоположную сторону, и только окна операционных, подсобных и процедурных кабинетов выходят на кладбище домашних животных. Так что вид безымянных колышков на лужайке не навевает скуки. За окном никогда не знаешь. Не для каждой женщины посещение родильного отделения означает счастье. Бывали случаи мертворождения и выкидышей. Всякое бывает. Бывают и аборты. Откуда все берется в родильном отделении? Но теперь, я думаю, вы догадались, что заколья торчат из земли на поляне у леса. Должно же быть место, куда все это складывать. Они построили большую больницу, но не позаботились о крематории. Никто не ходит на эти безымянные могилы, вокруг них ограда, и только волки иногда выходят из леса и что-то там роют, когда их охота не удалась. В нашей деревне жил лесник, странный человек, невзрачный и мрачный. Он был не лесник, а настоящий лесовик, и ему была ненавистна вся система закапывания биоматериала на поляне. Что в лесу начнешь копать, когда место кончится? Никто, конечно, не воспринимал его всерьез, и вот что происходило. Жил-был лесник, у него была жена, красавица, подобной которой мир еще не видел. Они жили счастливо, не подозревая о предстоящем испытании, которое уготовила им судьба. Наш дом, как коммуна, находился на иждивении государства. Зарплаты были маленькие, финансирования не было, а жить хотелось всем, особенно главному врачу. Он был жадным и заключал всевозможные сделки. Говорят, он даже продавал детей. Например, одна богатая городская девка хотела завести ребенка, но не стала. Она не хочет портить свою фигуру. Взять его из детского дома. Не вариант для таких людей. У Тома плохая генетика, и тогда вся общественность будет знать, что какая-то семья усыновила. Но кому это нужно? Все хотят конфиденциальности, чтобы быть уверенными в том, что ребенок будет здоров. Но, или в принципе богатая дама не может забеременеть по разным причинам, тогда она просто усыновляет ребенка, и весь мир начинает говорить о бесплодии. Опять же, никто этого не хочет. И тогда такая дама в это время наклеивает пластырь на живот, обманывая наши рты. И какая-нибудь деревенская женщина узнает, что родила мертвого ребенка. Некоторые уходят со слезами на глазах, а через год снова оказываются в родильном отделении и забывают свое горе. А некоторые, наоборот, говорят и благодарят Бога, что у меня еще 5, кажется. Бог дал и Бог взял, по-разному реагируют обманутые матери, но никто не пытается отговорить богатую женщину дома. Ее выписали из роддома с ребенком, сельчане почти гарантированно были здоровыми, сильными, а главврач получил свои деньги, которые, кстати, не спешил тратить на нужды роддома. Дошло до того, что это стало почти постоянной профессией, можно было выбирать цвет волос, глаз, зарплату, конечно. Один лесник и его жена впутались в эту неразбериху. И вот у них родился сын. После рождения женщина услышала крик мальчика, как и должно было быть. Счастливая мать ждала, чтобы показать ребенка, но он вдруг замолчал. «Где мой ребенок? Покажите мне его». «Что случилось?» Волнуется она, но встать по понятным причинам не может. «Мама, лежи спокойно», — говорит акушерка. «Где мой мальчик?» — настаивает она. «Не волнуйтесь, вы молодая, у вас еще будут дети, но ваш мальчик не выжил», — говорят ей. Но, понятное дело, женщина впала в истерику. Укол успокоительного, и на следующий день все повторилось. «Я хочу говорить, я хочу видеть своего ребенка», — поняла мать.
Ей сказали, а она ответила, что не верит, что он мертв. Тогда они отвели его в заднюю комнату, вынесли, как ноль шоу. Вы видите 5 или 6 свежих могил на той поляне с кольями там, у леса. Там твой ребенок, и нечего вытирать. В общем, они быстро выписали ее из родильного отделения. Они думали, что избавились от нее, но это было не так. Она все время приходила и требовала рассказать, куда делся ее ребенок, адреса всех, кого выписали в те дни. Она говорит, если бы я только могла видеть или хотя бы слышать, я бы узнала своего ребенка из тысяч. Но что бы вы сделали? Каким-то образом она узнала, что здесь действуют такие схемы, что вы богаты, а детей кормят. Короче говоря, она не поверила, что ребенок умер. Она потеряла кукушку и с горя бросилась в реку, утопая в осознании того, что больше никогда не увидит своего сына. Но кто по своей воле признается в том, что считает чужого ребенка своим? Жена лесника не выдержала такого нервного напряжения, и теперь он был не только вдовцом, но и без сына. Было счастье, а потом его не стало. Все получилось так сокрушительно, все, что казалось постоянным и вечным, рухнуло в одночасье. «Хватит, рыбка, ты сделала наш лес мрачным и необщительным». Он не смог доказать, что кто-то другой воспитывает его ребенка. Он смог, а ты не присутствовал, что он смог. Однако он начал бороться с этим же кладбищем домашних животных, но и здесь потерпел неудачу. Там все делалось по закону, биоматериал надо было как-то уничтожать. В общем, лесник разозлился и даже начал пить. С тех пор он вообще не общался с людьми. Он предпочитал волков в лесу, которых лечил и кормил. Если бы у нас их было много, то за грибами было бы страшно ходить. С тех пор прошло много лет. Иногда, раз в год, лесник приходил в свою избушку в день, когда должен был родиться его сын. Он приходил к жене на кладбище, а потом на ту поляну. Он стоял там, как тень, смотрел на него, перекрестился, пробормотал что-то вроде «если бы я только знал, в какой могиле он похоронен». Он остановился и пошел прочь. Он пересек эту поляну, прежде чем уйти, и все. До следующего года. После этой перепалки жена лесника на всякий случай уволила его. После него были еще 2 или 3 врача, кто знает, поступили они так же или нет. Но однажды волки нанесли очередной визит на кладбище. Волки вырыли неглубокую яму, и может быть у них была какая-то цель, но они вырыли ее и вытащили младенца. Он пищал, волки не смотрели, а мясо было живое. Но здесь даже хищники не смогли противостоять этой тяге к жизни. Они отнесли малыша к порогу лесника. Он был их другом, поэтому у них не было другого выбора, кроме как отнести его к нему. Лесник был немного удивлен, увидев такой подарок на своем крыльце. Он сразу понял, откуда ребенок, по пальцу Биркина. Он хотел было пойти туда, но раздумал. Только земля дала ему то, что забрала у него много лет назад. Так решил лесник. Конечно, он не мог скрыть себя. Он отнес ребенка к своей матери в деревню, и она его выходила. И с этого момента лесник перестал пить. Он очень часто навещал мальчика, называл его так, как они хотели назвать своего сына. Мальчик рос и не подозревал, откуда это взялось. Он считал весну своим отцом. Хороший мальчик, кстати, вырос. С тех пор он ни разу не был на кладбище домашних животных, только навещал жену на кладбище. И вот настал совсем другой день, день, когда она совершила свой необдуманный поступок. И лесник часто думал, как была бы счастлива его жена, что волки принесли им такой подарок судьбы. Но этому не суждено было случиться, теперь они были бы счастливы. Как вы думаете, приняла бы жена лесника мальчика, которого подарила им земля? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.